Уложив сына в постель, как ему показалось, в миллионный раз, Логан Кларк помолился. «Спокойной ночи, приятель», — сказал он, целуя Итана в лоб. Глаза Итана расширились от страха. Логан вздохнул. «Папа, можно я сегодня посплю с тобой и мамой? Я не люблю быть один. Это вошло у меня в привычку. Прости, чемпион, но теперь, когда ты большой мальчик, тебе нужно спать в своей постели». Но умоляющий взгляд Итана растопил решимость Логана, и он уступил. Недели превратились в месяцы, а настойчивое желание Итана спать в родительской постели не ослабевало. Несмотря на то, что Логан и его жена Сара перепробовали все: таблицы наград, новое постельное белье, ночник, напоминающий о любимом супергерое Итана, они так и не смогли заставить Итана вести себя прилично. Логан искренне надеялся, что его сын снова сможет спать в своей постели. Как только Итан начал спать в их постели, он изо всех сил старался хорошо высыпаться по ночам. Логан и Сара никак не могли объяснить это. Беспокоиться было не о чем. Внезапно для Итана что-то изменилось. Он больше не мог спать в своей постели или комнате. Несмотря на то, что они любили своего сына, то, что он каждую ночь спал в их постели, вредило их отношениям как пары, а также нарушало режим сна. В конце концов, Логану пришлось спать на единственном диване в их спальне из-за того, что Итан занимал большую часть кровати. Каждое утро Логан страдал от ломоты в шее и спине. Каждую ночь ему приходилось спать в одной постели с сыном, чего он не мог понять. Их дурная привычка становилась непреодолимой. Итан никак не отреагировал, когда они заговорили с ним об этом. Единственное, что он сказал, это то, что он боится темноты. Логана это не убедило, поскольку раньше у него никогда не было проблем с темнотой. Логан никак не ожидал, что водитель автобуса выйдет и заговорит с ним, когда он стоял на улице в ожидании школьного автобуса Итана. Мистера Джонсона, известного своим дружелюбием, все любили. Логану было приятно ехать с ним в автобусе, и он ценил то, как тот заботился о каждом ребенке в автобусе. Он понятия не имел, что мистер Джонсон расскажет об Итане что-то такое, что вскипит в его крови и побудит искать ответы. «Мистер Кларк, я заметил кое-что в вашем сыне. Я думаю, вам нужно с ним поговорить». Логану показалось странным, что мистер Джонсон сказал это. «Что случилось, мистер Джонсон?» Он спросил. «Что ты видел?» После того, как Итан стал настолько зависим от того, чтобы спать в их постели по ночам, Логану не терпелось узнать, что же он видел. Логан был потрясен до глубины души, когда мистер Джонсон кое-что ему рассказал. Сара и Логан жили в пригороде Блисс. Их 7-летний сын Итан был гордостью семьи. Большую часть времени он держался особняком и был тихим мальчиком. В школе у Итана был только один друг, с которым он обычно общался. Видеоигры или чтение в своей комнате были его любимыми развлечениями. Сара и Логан не беспокоились о том, что Логан замкнут. Их реакция была положительной. Пока Итан был счастлив, они были счастливы. Учителя всегда отмечали, что у Итана отличные навыки чтения, и он всегда получал хорошие оценки. Однако вскоре все изменилось, когда учитель Итана начал писать письма его родителям. В последний месяц у него дела шли не так хорошо, как раньше. Логан поговорил со своим сыном, когда увидел, как ухудшились его оценки. «Приятель, что происходит? Почему у тебя такие низкие оценки?» Пытаясь избежать зрительного контакта, Итан потер руки. «Я не знаю, папа. В последнее время в школе есть что-то, что мне не нравится». Логан почувствовал, что что-то не так. «Тебя что-то беспокоит, Итан? Ты можешь сказать мне. Мамина работа. Мы не можем просто так переехать.
Это многое изменит. Единственное, что мог сделать Итан, это опустить глаза. Логан знал, что за этим кроется нечто большее. Итан стал вести себя более замкнуто. Он приходил домой из школы и, не говоря ни слова, удалялся в свою комнату. Беспокойство терзало Логана и сердца Сары, и они понимали, что должны докопаться до сути. Однажды вечером, когда они сидели за обеденным столом, Логан снова затронул эту тему. «Итан, мы заметили, что в последнее время ты сам не свой. Что-нибудь происходит в школе. Ты хочешь о чем-нибудь поговорить?» Той ночью, когда семья уже улеглась в свои постели, Логан и Сара услышали, как скрипнула дверь их спальни. Когда Логан поднял глаза, он увидел, что его сын стоит рядом и выглядит слегка смущенным. «Папа, можно я сегодня посплю здесь, пожалуйста?» Логан не колебался ни минуты. Он откинул одеяло и ввел сына в комнату, не подозревая, что это было его самой большой ошибкой. Так все и началось. Каждую ночь Итан заходил в спальню родителей, придумывая какое-нибудь оправдание, почему он не может спать в своей постели. Логан любил своего сына, но не мог отрицать, что Итан доставлял им массу проблем. Начнем с того, что Итан занимал все пространство в кровати, из-за чего Логан решил спать на единственном диване в спальне. Это, в свою очередь, привело к тому, что у Логана затекла шея и заболела спина. Он просто не мог нормально выспаться ночью с тех пор, как его сын переехал в их спальню. Чем больше Логан обсуждал с ней эту проблему, тем больше она отмахивалась от его опасений. Он явно чего-то боится, Логан. Мы не можем отказать ему в трудную минуту. Он должен остаться. Настойчивость Сары в отношении ночных визитов Итана действовала Логану на нервы. Однажды вечером после очередной ночи, проведенной в неудобстве на тесном диване, Логан выступил против Сары. «Так больше продолжаться не может, Сара. Итану нужно научиться засыпать самостоятельно». В глазах Сары вспыхнул вызов. «А что, если он действительно напуган, Логан?» Каждую ночь, когда Логан лежал на неудобном диване, его разум был переполнен разочарованием и безысходностью. Но больше всего его мучило осознание того, что его сын страдает, попав в ловушку страха и зависимости. Логан хотел защитить Итана. Его сердце разрывалось от боли, когда он наблюдал, как его семья распадается у него на глазах, разрываемая на части той самой любовью, которая когда-то связывала их вместе. Движимый отчаянием, Логан решил во что бы то ни стало докопаться до истины. Он не мог допустить, чтобы его семья была разделена таким образом, но как бы усердно он ни искал, ответы ускользали от него, ускользали сквозь пальцы, как песчинки. По мере того, как ночи становились длиннее, а тени гуще, Логан почувствовал, что балансирует на грани отчаяния. Ведь Логан был не просто отцом, борющимся со страхами своего сына. Он был воином, сражавшимся за счастье и благополучие своей семьи. И чего бы это ни стоило, он доведет эту битву до конца. С вновь обретенной решимостью Логан обратился за утешением к мудрости отставного психолога, доктора Монтгомери. Доктор Монтгомери поделился историями о стойкости и триумфе, поделившись идеями, которые зажгли луч надежды в сердце Логана. Он понял, что иногда самые сложные испытания таят в себе семена самого глубокого роста. Вооруженный этой новообретенной перспективой, Логан обратился к своему сыну с новым состраданием. Его слова были наполнены сочувствием и терпением. Несмотря на все его усилия, Итан оставался отстраненным. Его молчание было барьером, который Логан не мог преодолеть. Логан чувствовал себя моряком, заблудившимся в море и отчаянно ищущим путеводный маяк в темноте. Он тосковал по теплу объятий Сары, по смеху и радости, которые когда-то наполняли их дом.
Но это казалось далекой мечтой, которая с каждым мгновением все больше ускользала от него. Тяжесть их разрушенной семьи обрушилась на него подобно сокрушительной волне, угрожая утопить в отчаянии. Он не мог продолжать в том же духе, попав в ловушку неуверенности и страха. С тяжелым сердцем и дрожащими руками Логан принял решение. Он должен был противостоять Итану, чего бы это ему ни стоило. Он больше не мог молча наблюдать за страданиями своего сына. На следующее утро, когда Итан собрался в школу, Логан глубоко вздохнул, готовясь к тому, что должно было произойти. Голосом, полным решимости, он позвал своего сына. «Итан, нам нужно поговорить». Итан повернулся к нему. Его глаза расширились от удивления. «Папа, что случилось?» Логану потребовалось время, чтобы собраться с мыслями. «Я знаю, что тебя что-то беспокоит, Итан. Я вижу это в твоих глазах, чувствую это в воздухе, но ты не можешь держать это в себе». Но прежде чем что-либо произошло, Логан оказался лицом к лицу с водителем школьного автобуса, мистером Джонсоном. Перед тем, как автобус отправился в школу, водитель подошел к Логану с таким видом, словно у него что-то было на уме. «Джонсон, я пытался поговорить с ним, но он не хочет открываться мне. Пожалуйста, расскажите мне, в чем заключаются ваши подозрения, чтобы я мог помочь ему наилучшим образом». Мистер Джонсон посмотрел на Логана с сочувствием в глазах. «Мистер Кларк, я думаю, что над вашим сыном издеваются в школе. Я даже видел, как они дразнили его в автобусе, и я немедленно положил этому конец. Я могу ошибаться, но, пожалуйста, поговорите с ним. Заставь его открыться тебе». Когда часы пробили 2 часа дня, и Итан переступил порог парадной двери, Логан увидел, какая тяжесть мира легла на его юные плечи. В глазах его сына была усталость, которая разрывала сердце Логана, молчаливая мольба о понимании. С мягкой, но твердой решимостью Логан повел Итана в гостиную, где они устроились на диване. Воздух между ними потрескивал от напряжения, но Логан не отступал. «Итан, мне нужно, чтобы ты доверял мне», — начал Логан ровным голосом, несмотря на бушевавшее в нем смятение. «Я знаю, что тебя что-то беспокоит, и я не успокоюсь, пока мы не разберемся с этим». Итан неловко поежился. «Ничего страшного, папа, просто школьные дела». Его взгляд был устремлен в пол. «Итан, я сегодня разговаривал с мистером Джонсоном. Он беспокоится о тебе, сынок. Он думает, что над тобой могут издеваться». Глаза Итана расширились от шока. На его лице промелькнул страх, но он быстро замаскировал его напускной беспечностью. «Над тобой издеваются?» «Папа, нет, ничего подобного. Я справлюсь с этим». Сердце Логана разбилось при виде того, как мужественный облик его сына рушится у него на глазах. Он потянулся и положил руку на плечо Итана. Его прикосновение было нежным, но твердым. «Итан, ты не должен справляться с этим в одиночку. Что бы это ни было, мы справимся с этим вместе. Но ты должен сказать мне правду. Над тобой издеваются». Итан заколебался. Его плечи поникли, когда тяжесть его тайны угрожала раздавить его. Наконец, едва слышным шепотом он признался: «Да, папа, надо мной издеваются». Сердце Логана сжалось от боли и ярости. Страдание от боли, которую молча терпел его сын, и ярость на преступников, которые причинили ему такие мучения. Не говоря ни слова, Логан заключил Итана в крепкие объятия, прижимая его к себе, хотя из его собственных глаз вот-вот могли хлынуть слезы. «Мне так жаль, Итан. Я должен был знать. Я должен был быть рядом с тобой». Итан уткнулся лицом в грудь отца.
Его собственные слезы смешались с слезами Логана, когда выплеснулись наружу годами сдерживаемые эмоции. В этот момент стены молчания рухнули, и отец и сын нашли утешение в объятиях друг друга. Но среди слез и боли был и проблеск надежды. Впервые за несколько месяцев Логан ощутил ясность, цель, которая вела его вперед. Он бы дал отпор хулиганам. Он бы встал на защиту своего сына. И он бы позаботился о том, чтобы Итану никогда больше не пришлось сталкиваться с подобной жестокостью. Вместе они бы бороздили бурные моря юности, держась за руки. Отец и сын объединились, чтобы противостоять любым испытаниям, которые ждут их впереди. С вновь обретенной решимостью, разгорающейся в его груди, Логан понял, что должен действовать. Он мягко высвободился из объятий Итана. Его глаза встретились с глазами Итана с непоколебимой решимостью. «Итан, послушай меня», — сказал Логан твердым, но полным сострадания голосом. «Логан, ты не одинок в этом. Мы собираемся справиться с этим вместе, но нам нужно сделать первый шаг. Я собираюсь поговорить с вашей школой, и мы положим этому конец раз и навсегда». Глаза Итана расширились со смесью облегчения и неуверенности. «Но что, если от этого станет только хуже, папа? Что, если они примут ответные меры?» Логан покачал головой. Его убежденность была непоколебима. «Мы не можем позволить страху диктовать наши действия, Итан. Мы должны отстаивать то, что правильно, чего бы это ни стоило. И я обещаю вам, что не успокоюсь, пока эти хулиганы не ответят за свои действия». С тяжелым сердцем Итан кивнул, и в нем затеплилась искорка надежды. Впервые за несколько месяцев он почувствовал проблеск оптимизма, веру в то, что может быть, только может быть, все может наладиться. Договариваясь о встрече со школьным руководством, Логан не мог избавиться от чувства беспокойства, грызущего его изнутри. Предстоящий путь был полон испытаний, но он не собирался отступать. Ради Итана, ради его семьи, он доведет это дело до конца. Он больше не мог позволить себе терять время, в то время как его сын молча страдал. Преисполнившись решимости, Логан вошел в школу, решительно сжав челюсти. Он потребовал разговора с директором, и в его голосе звучала твердость, не терпящая возражений. Директриса, застигнутая врасплох напором Логана, проводила его в свой кабинет. На ее лице было написано беспокойство. «Мистер Кларк, что привело вас сюда сегодня?» Логан, не теряя времени, перешел к делу. «Над моим сыном Итаном издеваются в этой школе, и я больше не намерен этого терпеть. Мне нужны ваши заверения в том, что для решения этой проблемы будут приняты незамедлительные меры». Выражение лица директрисы смягчилось. Ее глаза наполнились сочувствием. «Мне жаль это слышать, мистер Кларк. Травля — это серьезная проблема, и мы в нашей школе относимся к ней очень серьезно. Пожалуйста, расскажите мне все, что вам известно, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы положить этому конец». Логан рассказал об испытаниях Итана. Его голос дрожал от волнения, когда он описывал боль и страдания, которые пришлось пережить его сыну. Директриса внимательно слушала, и выражение ее лица с каждой минутой становилось все более решительным. «Спасибо, что обратили на это мое внимание, мистер Кларк. Я уверяю вас, что мы начнем тщательное расследование этих обвинений, и виновные понесут соответствующее наказание. Ни один ребенок не должен подвергаться такой жестокости». Логан почувствовал облегчение, когда вышел из кабинета директора. Тяжесть свалилась с его плеч. Наконец, после нескольких месяцев страданий и неуверенности, он сделал первый шаг к восстановлению справедливости в отношении своего сына. Когда он вышел на солнечный свет, в нем расцвело чувство надежды.
Какие бы трудности ни ждали его впереди, он знал, что встретит их лицом к лицу, движимый любовью к своему сыну и непоколебимой верой в то, что вместе они смогут преодолеть все. Когда колеса перемен пришли в движение, Логан почувствовал, как по его венам разливается новое чувство целеустремленности. Он знал, что впереди еще долгий путь, но впервые за время, показавшееся ему вечностью, он осмелился поверить, что все может наладиться. Вернувшись домой, он обнаружил, что Сара ждет его, и в ее глазах читалась смесь беспокойства и любопытства. «Логан, что случилось в школе? Все в порядке?» Логан заключил Сару в крепкие объятия. Его сердце переполняло благодарность за ее неизменную поддержку. «Сара, я поговорила с директором. Они собираются расследовать факт травли и заверили меня, что примут соответствующие меры. Мы наконец-то положим этому конец». На лице Сары отразилось облегчение, когда она прижалась к Логану. Тяжесть свалилась с ее плеч. «О, Логан, это чудесные новости. Я так волновалась за Итана. Спасибо, что взял на себя ответственность и заступился за него». В тот момент, когда они крепко прижимались друг к другу, Логан ощутил глубокую связь с Сарой. Связь, укрепленную испытаниями, которые они пережили вместе. Впервые за несколько месяцев он увидел проблеск женщины, в которую влюбился. Женщины, которая была рядом с ним в трудные времена. С вновь обретенным чувством единства Логан и Сара поклялись противостоять любым вызовам, которые их ожидают как одна команда. Их любовь друг к другу и к сыну служила маяком надежды во тьме. И когда они смотрели в будущее, держась за руки, они знали, что какие бы испытания их не ожидали, они встретят их вместе, став сильнее и стойче, чем когда-либо прежде. Шли дни, и Итан начал больше открываться своим родителям, и тяжесть его тайны постепенно спала с его плеч. Благодаря их неизменной поддержке он нашел в себе мужество противостоять хулиганам и постоять за себя. С каждой победой уверенность Итана росла, а улыбка становилась ярче, чем когда-либо прежде. И когда он вышел на свет, больше не скованный страхом, он обнаружил в себе вновь обретенную силу. Он начал спать в своей постели, к большому облегчению в семье Кларков. Итан снова стал самим собой. В последующие дни Логан и Сара неустанно помогали Итану справляться с последствиями инцидента с травлей. Вместе они создали безопасную и заботливую обстановку, в которой Итан чувствовал себя вправе безоговорочно делиться своими чувствами и страхами. Благодаря вмешательству школы Итан начал выздоравливать. Его уверенность в себе постепенно возвращалась с каждым днем. И по мере того, как недели превращались в месяцы, тень страха, которая когда-то терзала их семью, начала рассеиваться, уступая место вновь обретенному чувству стойкости и единства. Отношения Логана и Сары снова расцвели, укрепившись благодаря их общей решимости защищать своего сына и друг друга. Они заново открыли для себя радость смеха и дружеского общения, дорожа каждым мгновением, проведенным вместе как семья.